Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о том, почему ведьмы приходят в храм, в церковь и как защитить себя, в первую очередь своих близких, для того, чтобы в храме, в церкви не подхватить какую-то гадость, не подхватить порчу и так далее. Ну и, конечно же, не взять своими руками подклад, который ведьмы могут осуществить в таком святом месте. Обязательно просмотрите это видео, друзья, от начала до конца. Очень будет много полезной, важной и нужной для вас информации. Также прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь. Ну а мы с вами начинаем. Забегая наперед, хочется сказать о том, что мы не говорим о том, что не стоит ходить в храм, не стоит ходить в церковь. Нет, ходите. Это вы правильно делаете. Но вы должны иметь понимание того, что вообще происходит в церкви или в храме. Дело в том, что батюшки, которые служат службы, которые работают, они знают этих ведьм, колдунов даже иногда поименно. Но они не могут брать каждого за руку и выводить. Вы понимаете, что это святое место, и у батюшки очень много других забот, вопросов, которые он должен решать. Поэтому ваша задача оберегать себя. Помните о том, что береженого Бог бережет. И здесь это очень важное правило. Поэтому мы хотим еще раз проговорить. Многие в комментариях задают определенные вопросы, на которых мы в том числе и ответим в этом видео. А вы, зная эти советы, эти рекомендации, всегда будете даже понимать и знать, а что же происходит в святом месте. Почему произошло то или иное событие. И вы уже понимаете, к чему оно идет. Итак, первое правило, которое вам нужно соблюдать при походе в храм, в церковь, это то, что вам ни в коем случае нельзя ни до кого дотрагиваться и никому не разрешать это также делать. Также никогда никого не задевайте. Кроме того, никогда никому не смотрите в глаза. Конечно же, кроме батюшки, матушки. И старайтесь не разговаривать с посторонними в храме. Дело в том, что, возможно, вы замечали или нет, что вы, например, сидите на лавочке в храме, да, например, ждете батюшку, или просто решили зайти, вот захотелось просто посидеть в этом святом месте, и ни с того ни с сего к вам подсаживается бабулечка или женщина, такая вот миловидная, вся, и начинает с вами разговор. Вроде какие-то общие темы, и, казалось бы, ничего тут нету страшного. Но вы должны понимать и то, что в какой-то момент вас могут задать какой-то вам вопрос. И, например, спросить, где вы работаете, а вот здесь ли вы живете, а сколько вы лет, а не могли бы вы посчитать деньги, сколько у меня там копеек и так далее, и так далее. И здесь вы уже потеряли контроль над ситуацией, и вами уже легко управлять. Кроме того, когда вы приходите в храм, приходите в церковь, вы должны понимать, что вы приходите в храм Божий. Вы не приходите пообщаться и поговорить на какие-то общие темы. Да, если у вас есть желание пообщаться, для этого есть батюшка, и вы можете обсудить любые моменты. Иногда вы можете подойти в церковную лавку и с представителем, опять же, церкви также пообщаться. Но лучше всего идти к батюшке. И любые вопросы, которые вас интересуют, батюшка вам всегда поможет, подскажет и так далее. Бывает так, что вы находитесь в храме, в церкви, и вы в чем-то, вы не знаете, как вам поступить, как свечку поставить. Ну, вот бывает, да, такие ситуации. И тут ни с того ни с сего появляется женщина или бабулечка и говорит: а я вот здесь работаю, я тут мою полы в церкви, а задайте мне вопрос, я вижу, что вы что-то не знаете или вы не знаете, как поступить, я вам сейчас помогу. И человек входит к вам в доверие, начинает с вами разговаривать и, соответственно, может натворить все, что он хочет. Далее. Никогда не берите сдачи при покупке свечей, икон и так далее. Это очень важно. Далее, когда вы находитесь в церкви, в храме, ни под каким предлогом никогда нельзя набирать воду для посторонних людей, как бы вас об этом не просили. Даже если к вам подходит такой вот какой-то немощный человек, и он говорит о том, что у него нет сил там подержать бутылку с водой, вы должны понимать и то, что вы
тоже человек, у вас есть свое здоровье, у вас своя есть судьба, денежная ситуация и так далее. И когда вы человеку начинаете в церкви помогать, как вы думаете, ну пожилой же человек, ну хочется же помочь, но в реальности вы, возможно, видели, как артисты играют свои красивые роли, и роль солдата можно проиграть очень красиво, да, и немощного человека можно красиво проиграть, и человека с проблемами у головы и так далее, и так далее. Поэтому человек умом, знаете, бывает так, что люди бывают, как говорят, артисты большого и малых академических театров. Поэтому вы должны на это обращать особое внимание. Что бы вас ни просили, вот казалось бы, вас просят набрать святой водички в церкви, да, в храме. Ни в коем случае, вообще лучше отходите от таких людей и не общайтесь. Далее, когда вы ставите свечку в храме, в церкви, не отходите от нее. Следите за тем, чтобы никто не перевернул вашу свечку и не поджег с другой стороны. Также не позволяйте другим гасить огонь вашей свечи или переставлять ее. Также следите за тем, чтобы свеча, поставленная вами, никто не украл. Почему? Дело в том, что таким образом у вас могут воровать удачу, воровать здоровье, воровать благополучие, везение и так далее, и так далее. Поэтому вы взяли свечку, купили в церковной лавке, поставили ее, за это время возьмите, если у вас мало времени, возьмите самую маленькую свечу в церкви, поставьте ее у иконы или где вы считаете нужным, вот, помолитесь, попросите высшие силы, Бога, Божью Матерь, того, что вам важно и нужно, а домой, например, купите большие свечи и дома их поставьте в то время, когда у вас будет время, чтобы помолиться, уделить внимание себе, проговорить какие-то, возможно, мечты, желания и так далее. Здесь это очень важный момент. Кроме того, бывает так, что у вас, особенно это бывает в большие церковные праздники, вас просят, чтобы вы за кого-то поставили свечу. То есть даже находясь в самом храме, до вас могут дотронуться и извиниться, и попросить о том, что а не могли бы вы поставить свечу, потому что я далеко нахожусь, а вот вы близко и так далее. В этом случае или пропустите, но лучше всего откажитесь, никому ничего не делайте. Не делайте добрые дела, потому что эти добрые дела вернутся для вас уже плохими событиями. При этом, когда они произойдут и как это произойдет, только, наверное, Бог знает. Помните о том, что ведьмы и колдуны, их ничего не интересует. Вы даже пишете в комментариях, а как так, они могут так поступать и так далее, и так далее. Это их не работа, это их жизнь, и им не интересно, что будет происходить у вас или у других людей. Да, бумеранг работает. Да, это все рано или поздно вернется им, их детям, близким людям и так далее. Но их это не интересует, потому что для них это работа, для них это, знаете, в какой-то степени даже спортивный интерес. К сожалению, потому что им самим интересно, как проиграется, например, тот или иной обряд, ритуал и так далее, и так далее. Далее, если вы в своем окружении, находясь в церкви, заметили какие-то странности, это могут быть в поведении человека, это человек может неадекватно как-то говорить, например, он не так одет, как вы привыкли, да, есть понятие национальных костюмов, но, знаете, это видно, это прямо режет глаза, отойдите от такого человека подальше, стесняться тут нечего. Почему? Потому что последствия могут оказаться именно для вас очень непростыми и могут быть всевозможные потом проблемы. Вообще, еще раз делаем большой акцент. Те люди, которые находятся в вашем окружении, которых вы не знаете или даже знаете, но вы мало с ними знакомы, не старайтесь в церкви вообще что-либо обсуждать, делать, оказывать помощь и так далее. Далее. Очень важный момент. Никогда никому в самой церкви, в самом храме и за пределами не отвечайте на такие вопросы. Сколько лет ты живешь?
а ты бы могла или ты бы мог за меня помолиться? Или, например, какой у тебя доход, а где ты работаешь, а чьих ты будешь, и так далее, и так далее. То есть любые вопросы, которые вы, ну, прямо, знаете, вот вы на интуитивном уровне даже можете почувствовать, что что-то здесь не так. Поэтому сразу улыбайтесь и идите своей дорогой. Не надо стесняться, не надо, нужно думать о том, что «Ой, это некорректно», «Ой, это неуважительно» и так далее, и так далее. Вы должны понимать и то, что кто вам задает такие вопросы или делает свои черные дела, в этот момент этот человек почему-то не думает об этикете, о тех божьих законах, которые есть, и так далее, и так далее. Так что обращаем на это ваше особое внимание. Далее, могут так попросить, чтобы вы посчитали купола. Конечно, сегодня уже многие люди знают об таком вот обряде, но, вы знаете, все равно находятся, удивительно, но находятся люди, особенно это молодежь, которая мало чего знает, которая, она считает, что это ее не касается, любит посчитать купола. Ну, бабушка же попросила посчитать купола или что-то еще посчитать. Например, бывают такие ситуации, что к вам подходят в самой церкви или возле бабулечка и просят вас посчитать деньги. Вот она просто подходит вам уже с монетами или с купюрами и говорит: ой, дочечка, или ой, сынок, посчитай мне, я не вижу, сколько же здесь монет, и вы начинаете считать, даже в ее руках. Вы начинаете считать, и знаете, вы отдаете свой достаток. Поэтому ни в коем случае не делайте. Могут все что угодно говорить, что вы не уважаете людей, вы не чистосердечны и так далее. Но вы должны понимать и то, что после того, как вы посчитали эти деньги, эти монеты, запускаются определенные процессы. Или, например, к вам подходят и говорят: ой, прочитай мне вот эту вот молитву, или прочитай мне вот эти вот слова. Ни в коем случае. Вот научитесь, что вы пришли в храм, пришли в церковь помолиться, а не поговорить о том, о сём. Это очень важно. Далее. Когда вы заходите в святое место, независимо, это церковь, это в храм, всегда заходите только с правой ноги. Вот запомните это правило, но вы знаете, многие говорят: так я же всегда же захожу с правой ноги, в чем вообще ситуация? А вы знаете, бывает так, как говорят люди, вот что-то происходит, и они заходят с левой ноги, ни в коем случае. Далее. Когда вы находитесь в церкви, в святом месте, в храме, никогда не выставляйте на показ свой нательный крестик. Надевайте такую одежду, чтобы его не было видно. Если вы, например, бывает так, у вас одежда предполагает, что крестик будет видно в самом храме или возле храма, возьмите, например, платочек на плечи наденьте или что-то такое, чтобы не было видно. Это очень важно. Далее, никогда ничего не берите в храме от незнакомых людей, что бы это ни было, начиная от продуктов питания, заканчивая какими-то подарочками или, возможно, даже книгами. Да, бывает, что книгу дарят, но, казалось бы, да, помогли подарить Библию или еще какую-то интересную книгу, но вы должны понимать, что через книгу передается порча, вы взяли своими руками подклад, поэтому, чтобы этого не было, никогда ничего не берите с чужих рук. Даже если вам говорят о том, что это бесплатно, или это ничего не стоит, или вот сделать там, может, пожертвование в церковь и так далее, еще раз, никогда ничего. Также бывают такие ситуации. Вы находитесь со своими детьми, с внуками в церкви, в храме, и тут ни с того ни с сего ребенка угощают яблочком, конфеткой, печеньем, то есть угощают тем, что ребенок точно возьмет в руки. При этом у детей всегда есть желание взять какие-то вкусности, и вы должны научить своих детей, внуков, что никогда ничего от незнакомых людей не берем. Лучше вы пойдете ему
ему купите в хорошую конфету или то печенье, или какой-то фрукт, но никогда не с чужих рук, потому что на детей также переводится порча, и дети начинают и сильно болеть, и судьба меняется, и так далее, и так далее. Надо ли вам такое счастье? Точно нет. Далее, никогда не надевайте чужих платков, только свой. В некоторых церквях, в некоторых храмах есть стоечка, где можно взять платок, можно взять книги и дальше идти брать свечи, молиться и так далее. Никогда эти платки не берите, вы забыли дома платок, в этом случае есть церковная лавка, где вы можете купить платок, который вы хотите, а возможно он станет для вас даже оберегом, потому что в церковной лавке все освещается, проводятся определенные ритуалы батюшкой, поэтому лучше, вот если вы хотите, тогда в таком случае возьмите, лучше купите в церковной лавке. А то, что вот бесплатно, вы не знаете, чем это может закончиться именно для вас. Далее, выходя из дома в храм, вот именно из самого дома, вот вы знаете, что вы сегодня вот решили пойти в храм, это выходной день или какой-то праздник, скажите к Богу навстречу, Богом хранимо. И, вы знаете, это как дополнительная будет поддержка и защита. Далее, когда вы выходите из храма, вот всегда смотрите себе под ноги, потому что очень часто бывает так, что люди, которые занимаются черной магией, часто что-то подкладывают у крыльца. И вот на эти вот подклады, на эти вещи, предметы нельзя наступать. Это очень важно. Поэтому, когда вы заходите в храм, в церковь, всегда говорите: со здоровьем пришла, со здоровьем и ухожу. Далее, как только вы пришли домой, особенно в тех ситуациях, когда вы с кем-то пообщались в церкви, в храме, или вам что-то не понравилось, вы как-то вам тревожно, обязательно пришли домой, все вещи снимаем, стираем и обязательно сбрызните святой водичкой. Сами искупаетесь и обязательно помойте волосы. Помните о том, что наши волосы — это наши антенки, которые все принимают. Это очень важно знать и понимать. Вот, друзья, вот такой очень важный и ценной информацией мы хотели с вами поделиться. Теперь, когда вы знаете, мы надеемся, вы больше не будете совершать этих ошибок. Поверьте, что особенно это совершает молодежь, которая сегодня ничего не знает и считает, что это ее не коснется, а потом и судьба поломана, потом возникают какие-то болезни, недопонимания в семье, в жизни, на работе, и все катится вниз. Поэтому поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео действительно нужно и, возможно, поможет в тех или иных ситуациях. Друзья, напишите в комментариях, возможно, у вас были какие-то свои ситуации, нам будет интересно почитать, и мы подготовим, возможно, в следующих видео ответы на эти вопросы. Обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.